Пропустил левый сбоку. Теперь справа. Реально, в начале турнира. Ох, начинает накидывать лево. Почувствовал сам себя и начал уже набрасывать. Приветствую. Меня Роман зовут, участник первого турнира. Сам с Кировоградской области, город Новоукраинка, живу в Киеве. Готовился, акцент на кардио делал, то есть бегал кроссики. Провел 4, где-то 5, наверное, тренировочных спаррингов таких хороших. В принципе, готов. По тактике буду стараться давить, поджимать. То есть у меня особо выбора нету. Там Артем, короче, чувак повыше чуть-чуть и потяжелее. Поддержат меня родные мои, друзья придут, там кенты, которые помогали готовиться. Также дочка там кулаки держит. В общем, будем стараться побеждать. Здравствуйте. Дмитрий Алексеевич из города Харькова, участвовал во 2-м сезоне Махача, пропустил 3-й сезон из-за травмы, сломал руку в первом бою. Как только восстановился, снял гипс, сразу же приехал. Подготовка на бой была примерно такая же, потому что сложно как-то менять подготовку, кроме как боксерскую, потому что спарринг-партнеры в основном это боксеры, и сложно им будет объяснить, что им нужно по другим правилам боксировать. Кто меня поддерживает? Некоторые люди приедут меня поддержать непосредственно, другим я, надеюсь, скажу после боя своего слова благодарности. Хочу пожелать зрителям хороших впечатлений, себе и сопернику. Самое главное – это без травм, чтобы потом не было долгой реабилитации. Встречайте нашу следующую пару. Поприветствуем первого бойца. Ярыш Роман, он же Ганнибал. Участник первого сезона Махача, обладатель бонуса за самый быстрый нокаут, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Европы по К1 в 2014 году, бронзовый призер Кубка мира по кикбоксингу в 2016 году. Его рост 180, вес 82 и ему 31 год. За этот перерыв он хорошо подготовился и готов сегодня закатить яркий зрелищный бой. Давайте его поддержим. И поприветствуем его оппонента, Булгаков Дмитрий. Участник второго сезона, в котором показал невероятную технику, пробив печень одному из самых сильных бойцов нашей организации по прозвищу Берсерк,
заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по боксу, мастер спорта по контактному карате. Его рост 189, вес 85, и ему 34 года. Дмитрий – представитель города Харьков. Давайте поддержим его и пожелаем ему удачи. Бойцы на середину. Уже бывалые, правильно ознакомлены. Напомню, височная часть не бьем, затылочная часть не бьем, позвоночный столб не бьем. При нырках низко не ныряем, никакой борцовской техники, красивый, честный кулачный бой. Помните, когда мы попадаем в затылок, только когда начинается борцовский захват. То есть мы смещаемся, и кроме как затылок, чтобы не было никакого претензий углам друг к другу, и у вас побиты друг на друга. Слушаем мои команды, после команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, у нас шикарнейший бой. Просто офигенный бой, где принимает участие один из самых титулованных бойцов Махача. Готовы? Время, бой! В желтых тейпах у нас, Дмитрий Булгаков. да, в черных тейпах у нас Ганнибал. У обоих бойцов по одной... Да ты шо! Да ты шо! Вот это да, но... Смотри, Дима быстро поднялся. Быстро остановился. Среагировал, но он, конечно, немного не понял того момента, когда Ганнибал полетел просто, добивать. скорее всего, он просто подсел, не уверен, что нокаут. Ой, еще раз, смотри, как... Заряжается. Ой-ой-ой! Он чисто на печень, блядь. Просто печень. 3. Просто киллер. Просто киллер. Работаем, бой! Убийца и... Слушай, ну и Диме там тоже залетело. Да, досталось. Причем хорошо, отлично. Справа она пытается выключить. Да. Ганнибал пытается выключить Дмитрия, но не так все просто. Посмотри, как Дмитрий Просто снова... Оп, успел ставить и боковой удар, и пошла немножко Черному борьба. замечание. Ганнибал... Молодцы. Короче, у меня слов нет, браток мой. Работаем, Да, это- бой! Да. Замечание от рефери. Дмитрий снова держит дистанцию, посмотри. Руку вытягивает. Руку, да. То, что мы видели Ну, в поединке. смотри, он будет заряжать свою печень снова. Он ждет этого провала, и потом зарядить свою печеночку. Ты видел, как он красиво Да. обманул? А он красиво обманул и выманил его на передний боковой. Он, ты посмотрел? Видел? Да. Четкий, красивый. Заряжает свою ручку для печени. Да, ну вот... Ой-ой-ой! Ай, грязно, это грязно. Это очень грязно Это было. грязно. Слушай, да, Минус после балл. такого реального броска можно Разброс. повредить травмировать, руку, да, травмировать. конечно. Реально так нельзя делать. Минус Он балл заводится, черный. я понял, он заводится, он Готовы? просто Бой! чувствует от Дмитрия... Спокойствие. Спокойствие, хладнокровие. Да, и из-за этого он, конечно, начинает играть с эмоциями, потому что Дмитрий очень... Вот тут, Очень титулованный, вот тут да, очень Ганнибал профессиональный успел и боец. ушел, да. Но ты видишь, он атакует корпус. Дима атакует корпус и... Не догоняет, Да, пытается выложить. он своей левой постоянно корпус. Бойцы, 5 секунд готовность. Ганнибал. Ты же понимаешь, больше произойдет, будет просто минус. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд, время, бой! Даже зала уже подсказывает, что нужно печень прикрыть. Да. Потому что это И он заряжает свою правую руку. Ох, киллер-пул Да. просто какой-то. Киллер-ливер, вот так вот я бы даже назвал бы. И ой-ой-ой, какие... Попал сейчас, попал. Боковым попал. Размашисто, но Ганнибал попал. зацепил, но ждет свой атаки. И какой красивый удар! Заряжает. Все время. Если в повторе посмотреть этот удар, он филигранный. Посмотри, сейчас он в клинче также успевает работать. Отработал. Это наш коронный удар. Отработал Да. его. Как хорошо ушел от удара. Надо Сейчас закручивать. Булгаков, Надо закручивать да. за Да. ручку.
Вот если бы сейчас Дима сместился бы, условно говоря, шаг вправо, да, и левую вдогонку. Немного, да, есть попало в глаз. Ну, непонятно чем попал. Да, непонятно чем. Вроде кулак был Да. собранный. Ну, надо все равно там. Работаем? Нормально, Время! Бой! Ребята, Давай, кулак. поехали. Да, характерный парень, характерный характер. Дмитрий Булгаков. Ну, я Характер. думаю, у него, значит, характер и спортивный интерес прям нереальный. Любит свое дело, несмотря на возраст. выступал. Левый прямой, Да. уже начинает подключать потихоньку. И выцеливает голову прям вот на вот этих уклонах. Он выцеливает Ганнибала. И так прям... Работаем, бой! Честно. Ты слышал, что Дима сказал? Да, не надейся на правый удар. Да. 30 секунд, давайте поддержим бойцов, ребят. И просто невероятная атмосфера. И ты посмотри на Диму, он завелся. Он завелся. То есть, если мы видели его в первом раунде, он был спокойный, размеренный, хладнокровный, то здесь Дима уже завелся. Ой, Ганнибал сейчас хорошо вошел, но и тут же нырнул. Работаем, под руку. бой! Да, кто же будет дорабатывать и забирать эту концовку? Стоп! Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! Прям вот ставить в пример, как надо. Стоп! Да, стоп, пытался стоп, идти стоп. Ганнибал с стоп. бэкфиста, но прочитал. Ганнибал заводится, да, за заводится, прочитал. это прочитал Дима. Бой! Скользко, широко позиция, да, работа. Широко такая, бам! Ой-ой-ой-ой-ой, как... Какие удары там по корпусу. Работаем, Прям бой! еще один бэкфист от Ганнибала. Отлично, подловил! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Работаем. Бой. Теперь у Димы в раунде есть нокдаун, и это хорошее преимущество. Самое главное сейчас не Перестаньте. Бой. удержать это, удержать Ганнибала, потому что Ганнибал сейчас просто в раше. Интересный поединок. Я застоял, да, провал, оттянулся и двоечка. Классика. Да, да, просто. да, да, да. Работа ног, дистанции. Да, Видишь, оттягивается. Да. И есть опять Вухов тоже. Ну, тоже грязная да, работа. Это видел, грязная работа, есть, прихватил, он сразу начинает бить. попал, да. Бой. Ты видел, что Дима показал? Просто. Да? Типа он все видит, он все видит. И я так понимаю, он будет целиться 30 секунд, друзья, поддержите правый бойцов. глаз. Сейчас Ганнибалу. Не, вот видишь, он спасает его в клинче. Да ё-моё, пошла. Борьба. Ну, это Минус уже, балл. Черный. это уже, знаешь, как от того, что не может, уже начинает делать. Работаем, бой. Очень достойно себя ведет. Дима очень да, достойно. прям. Не заводится. Надо Ну, что брать, реально вот с такого спортсмена надо брать пример в плане и спортивных достижений, да, и поведения. И видишь, как Дима... Да, он может решил тоже завестись. по-грязному тоже поработать. Ну, видишь, грязная сейчас работа. Зарабатываем, бой. Время.
данном поединке единогласным решением судей победу одержал Булгаков Дмитрий. Я думаю, все согласятся, что это именно бой вечера. Ребята заслуживают бонуса. Чуть-чуть, пожалуйста, подпишитесь на канал Махач. Лайк, колокольчик, комментарий. Рома, спасибо тебе большое. Настоящий воин. Скажи, пожалуйста, свои ощущения и как тебе твой оппонент? Да банки тяжелые сильно, резиновой головы не хватает. Так сильно растерял, не то что растерялся, чуть позажался. Не смог раскрепоститься. Мало спаррингов привел, наверное, больше надо. А так, спасибо, все. А можно еще пару слов сказать? Короче, у дочки моей день рождения вчера было. Хотел поздравить. Пожелать, чтобы она счастливой всегда была. Здоровой. Ну пусть маму слушает. И будьте, Дося, умничкой. Всем спасибо родным. Пацаны, что уделили время, приехали. Короче, все со мной были, приятно очень. А так и вам спасибо, что мотивируете, легендарные спортсмены. Короче, все очень сильно на высоком уровне. В общем, очень достойно. Спасибо большое. Мы ждем тебя еще. С таким папой дочери можно ничего не бояться. А теперь наш мастер Йода Дмитрий. С победой вас. Невероятная техника. Ваши ощущения? Всем спасибо, кто болел. Хочу сразу поблагодарить. Хочу сразу, как обещал в предматчевом интервью, слова благодарности. Спасибо Александру, что приехал меня поддержать. Юра, где ты? Не вижу. Яков, Игорь, спасибо вам за то, что поддерживаете. Всем своим спарринг-партнерам, кто мне помогал готовиться. У меня нет тренера, я готовлюсь как бы сам, у меня нет зала, я хожу по разным залам, приглашаю к себе ребят, чтобы они со мной поработали. Поэтому я им особую благодарность, что помогали готовиться. Спасибо родителям, конечно же. И самая большая благодарность, это, конечно же, моей любимой. Она где-то здесь, со мной всегда. Зайка, я тебя люблю, спасибо. Замечательно. Это мой второй турнир. Третий я пропустил сезон из-за того, что сломал себе руку в первом бою. Как только залечил, сразу приехал. Сразу же Я готов был, еще в гипсе мне должны были снимать. Мне пришло приглашение на третий турнир. Я готов был, говорю, если я в гран-при не смогу, я гипс сниму и сразу поеду, драться. Но, слава богу, это не пришлось делать. Все, всем спасибо большое. Денис, можно тебя пригласить, пожалуйста, к нам в ринг? Максим регбист в своем стиле, да. Итак, друзья, бою быть 19.06, все в силе. Впервые для вас эксклюзивно стердаун этих двух величайших бойцов, легенд. На максимальном уважении, думал, будут драться, но оба профессиональных спортсмена. Спасибо вам, друзья. Доброго дня, мене звуть Діма, мені 23 роки, я з Рівного. Тактика поєдинку дуже проста та звична для мене – скорочувати дистанцію та наносити удари з ближньої та середньої дистанції, так як супротивник набагато вищий за мене. Підготовка до поєдинку нічим сильно не відрізнялася від звичайних тренувань, так як було мало часу напрацьовувати щось нове. З улюблених ударів, фішок, в принципі, ось дві мої фішки, які буду на максимум використовувати. Так як мене підтримує моя сім'я, друзі, тому не можу їх розочарувати. Всім гарного перегляду. Всем привет, меня зовут Дима, з города Бровари. Моя тактика в бою – держать соперника на передней ручке, дотримуватися дистанцию, накидывать побольше ударов. Моя подготовка прошла отлично, тренировался 2 раза в день. До бою готов, побачите все в бою. Всім спорт.
Наша следующая пара сегодняшних дебютантов. И поприветствуйте первого бойца. Деркач Дмитрий по прозвищу Цезарь. Представитель города Ровно. Его рост 176, вес 80 и ему 23 года. Трижды выигрывал чемпионаты Ровенской области по ММА, казацкому двобою и панкратиону. Заядлый участник уличных драк. Надеемся, что сегодня ты продемонстрируешь свои профессиональные умения. Давайте поддержим Диму. И поприветствуем его оппонента, Ляшенко Дмитрий. Еще один молодой боец нашей организации. Диме всего 19 лет. Его рост 190 и вес 81 килограмм. Последние 2 года занимается боксом. Давайте его поддержим и пожелаем ему провести яркий бой без травм. Данный поединок также в рамках Гран-при средней весовой категории. Бойцы на середину. Вы с правилами ознакомлены, слышали, какие замечания сделал предыдущим бойцам. Пожалуйста, не повторяем их. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб не бьем. Лежачего не добиваем. Если вы явно видите, что человек споткнулся, а не нокдаун. Нокдаун и нокаут я вижу сам. Споткнулся, мы не бежим, его не добиваем. Никакой борцовской техники. Вы видели моменты, когда били по затылку, когда начинается не клинч, а борцовский захват. Соответственно, смещается лицо и остается один затылок. Поэтому, чтобы не было потом друг на друга обид и углов вопросов. Слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем, выполняем их. Пожали ручки. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Цезарь. И как он пошел размашисто, видим, какая разница в росте. 190 сантиметров против 176. И видим, что Цезарь неплохо так попадает по своему тезке. В желтых тейпах у нас также Дмитрий. Подожди, секунду, Ляшенко время. Дима. Не заныриваем под руку. Без прикладов. Ну, это уличный боец. Цезарь — уличный боец. Да. Поэтому он ведет себя как на улице. Надеемся, он не будет приходить за вот грани. Видишь, да, вот как, насколько антропометрия, да? Да. Здесь нужно раздергивать, да. Но все равно достает, зацепил. Но это ошибка больше уже. Ну, я тебе скажу, как я тоже невысокий парень, здесь нужно бить 2-3 и работать по поплавочкам. Видишь, он поплавочком. Вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы цель была не стоящая. Вот так вот, корпус пошел отрабатывать. Да. И отлично, с уклоном. Боковым еще один туда же добавляет, пытался добавить. Я думаю, осталось совсем... О, да ладно! Раз, два, три,
4, 5, 6. Если готов, поднимай руки. 7, 8. Работаем. Бой. О, как неожиданно начал бой. И прямо это разозлило Цезаря. Смотри, ну, Цезарь когда не злил уличного бойца, как говорится. Совсем рядом. Да. Хороший поединок. Заряжается. Цезарь заряжается. Но уже устает. Здесь нужно... Но я не могу понять, как Ляшенко Дима не может, оттянуться просто. Он там буквально, Время. Он может немножко корпусом оттянуться, и удар полетит скотч. Случайно залетел. Промойте. Можно глаз прямых, глаз прямых. Водой. Бойцы, на секунду ко мне. Такое негласное предупреждение. Пальцы в кулак, никаких прямых рук. Бьешь прямой рукой, будет замечание. Время, продолжаем бой! Так, Дмитрий. Цепляет, как? Цезарь. Да, длинные руки. Оу, хороший ас в атаке. Пошатнул Цезарь. Ляшенко Диму и чуть немного переждал. Ляшенко Дима в клинче, чуть немного так сбавил. Немного восстановился, плюс еще сейчас перерыв, есть возможность восстановиться, но... Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Помните о негласном предупреждении. Второй раунд, время, бой! И вновь заходит со своими боковыми, прям цепляет. Корпус, молодец, хорошо работает корпус. Слушай, он, да. И бэклист полетел, но мимо. Супермен панч! Отлично зарядил сейчас Цезарь, пытается вернуть должок сейчас Ляшенко Дима и вылетает Капа. Время. От удара. Слушай, хороший поединок, неожиданный, хороший поединок. Так идет прям, знаешь, с каждым эпизодом время, все бой! раскачиваются бойцы. Прям как сейчас Цезарь. Как он достает своими ударами. Но не Он же даже, в принципе, и не прячет. Цезарь не прячет свои удары, но достает. А сейчас достает, и здесь Дима, достает. Да, сработал очень хорошо. Заряжает. Видишь, он как маятник. Зарядил и выстрелил свой длиннющий боковой. Да, Ляшенко Диме сейчас надо очень хорошо прям пристреляться своим джебом. О, какой неприятный удар сейчас пропускает Ляшенко Дима. Цезарь в атаке. Бэм. Ты видел, как он их прикормил? Ты видел, как он прикормил? Я тебе скажу, я ожидал его, потому что он уже корпус красиво, развернул. да. Корпус развернул и готовился. Как он это подготовил. Молодец, Цезарь. Демонстрирует отличную защиту сейчас Цезарь. Вот Диме Ляшенко надо сейчас пристреляться. Нокдауны. Хороший левый боковой. Да, пошел отсчет. Четко подборол. Да, словил. 3, 4, 5, 6, 7. Ой, он встает. Молодец, характер Подбородка. Молодец. Отличный бой. И опять маятник от Цезаря.
Зацепил, и неужели это нокдаун? Как он это делает? Я не просто есть какая-то травма, потому что удары не были мощные. Ты видел, как-то так? Да, вот и встает боец, и да, бой продолжается, будет следующий раунд, это же третий заключительный у нас раунд будет. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой. Опять выпускает удары. Цезарь прям достает своими руками. Как он это делает? Просто он же ничего такого прям сложного не делает. Он Просто качок на выходе, выкидывает. Работаем. Боковой удар, причем на всю длину своей руки, тела и корпуса. Ты посмотри, как он сейчас будет выбрасывать свой удар боковой. Нельзя застаиваться, нельзя. Здесь двигаться. Он выманивает. И ты видел, прям на всю дистанцию, на всю длину своей руки выбрасывает. Устали, ребята, видно, что устали. Уже удары не такие резкие. Уже не такие качания корпусом резкие. Но все равно не попадает. Ну, не попадает. Изредка, но в основном... Сейчас попал. Но это уже была больше ошибка Цезаря. Но сейчас Цезарь неплохо так закрутился. И прям запускает свои бомбы. Пробивает по корпусу Цезарь. Диме Лешенко надо вот своим джебом прям вот стрелять, как из автомата. Как бы не было сложно, но надо. Ты правильно надо говоришь. Чаще бросать, контролировать. Почему Дима Лешенко не добавляет свою вторую руку? Я понимаю, сложно словить, но вот в таких моментах Цезарь и доминирует в этом. Потому что в таких моментах он и забирает все победы. Видно, как устали бойцы, но Дмитрий Лошенко чуть активнее работает. Мне кажется, Цезарь даже в конце тренировки дорабатывает эти матчи. Потому что не просто у него выходят уже на инстинктах. Пытался так буквально Лешенко Дима оттолкнуть Цезаря. Предупреждение. Работаем. Устал. Да, Цезарь видно, устал. устали оба бойца и сейчас отправляют шнурки. Пытается восстановиться, да. Хитрый ход, но я думаю, просто пытается восстановиться. Все профессионалы хитрят. Время, продолжаем бой. И да, бой продолжается. И вновь маятник, вновь джабы. Опять этот оверхенд от Цезаря. Достает. И снова достает. По корпусу. И я так понимаю, пропустил в пах, да? Или... Время. Неумышленно. Встань на пятки, попрыгай. На пятки встань, попрыгай. А? Ну, надо дать. Попрыгай на пятках. Я не могу понять. Лешенко Диму, почему он не включает свою вторую руку? Он работает. Джеб. Я думаю, что из-за того, что он боится, что при заднем ударе он больше подтянется к сопернику и получит встречку. Это первое предположение. Во-вторых, хрен его знает. Ты знаешь, он мог бы кидать. У него, я тебе скажу откровенно, не хватает работы ног. Он так раз и застаивается. Видно, что удар идет, у Цезаря удар не быстрый, он такой медленный, он так стоит. Да, он их особо и не прячет. Не смещается, не смещается. Здесь нужно дорабатывать, здесь нужно еще тренироваться, здесь нужно подавать свой уровень, технический уровень. Цезарю выносливость свою поднимать. Но два бойца довольно-таки хорошие. Два бойца довольно-таки хорошие. Да, отлично, хороший бой. Действительно, хороший бой. Время, Тёма, время, бой. Стоп! Все.
Не успели разогнаться, как говорится. Но бой получился великолепный. Да, действительно, столкновение стилей. Да. Столкновение стилей. Готовы? Бойцы на оглашение. В данном практически ровном поединке раздельным решением судей победу одержал Деркач Дмитрий по прозвищу Цезарь. Такой бой в стиле Махача. Дима, поздравляю тебя с дебютом. Закатили тут трубку настоящую. Как ощущение? Отличное ощущение. Соперник достался достойный. Все заебись. Дякую вашей организации. Все круто. Спасибо, спасибо, Дим, спасибо. Второй Дима. С победой тебя. Спасибо. Как чувствуешь себя? Отлично. Фух, всем спасибо, кто пришел посмотреть, поддержать бойцов. Спасибо организации. Дали возможность себя проявить. Сопернику большое спасибо. Показала хороший кровавый бой. Ну, сегодня оказалось сильнее. Наверное, повезло. Либо сыграло тот факт, что участвовала в колфутбольных драках. Спасибо сопернику, всему его углу. Спасибо всем. Дальше больше. Спасибо, спасибо. Подошел ко мне в перерыве Вова Пижон. Не знаю, чуть-чуть офф-топ какой-то. Я не знаю, что он там народился такой красивый. Он хотел что-то сказать. Если вы не против, давайте его послушаем. Скажу так, в общем, сегодня на сегодняшний день столкнулся с тяжелой ситуацией, с которой мне приходится бороться. Кому, говорить, что это, я не буду, но с этим жить очень тяжело. Это первое. Второе, никогда не нужно обижать своих близких и родных. Сегодня в зале присутствует человек, я думаю, он поймет, о ком я говорю. Александр Алиев, я вызываю тебя на бой. Давай устроим рубку, а чё нет, сразись с достойным соперником. Ты дрался, у тебя есть опыт на битве звезд, почему нет? Выходи. Сань, отойди, Дима, Дима. Нет, личной неприязни особой нету, но вчера, когда я шел к тебе на интервью, твой агент был или друг, он говорит, может, ты предложишь Алиеву подраться? Может, глаза завяжешь? А мне еще, кстати, так не понравилась твоя фраза, так поворачиваешься, не знаю кому, ты ему, скорее всего, говорил, ты что, давно в руках не обсырался? Давай устроим рубку. Время на подготовку есть. Давай, я подумаю. Я не боюсь, но я подумаю. Тогда стердаун на всякий случай. Это что? Что такое? Битва взглядов. Битва взглядов. Сейчас Тёма приедет. Давайте рубиться. Давайте, операторы, снимите красиво. Поддержим бойцов. Спасибо. Яркий вызов, конечно, неожиданный. Дядя Саша, спасибо вам большое, что с нами. Ну, а теперь мнение жюри. Парни, спасибо вам за бой. Дим, ничего страшного. Еще ждем тебя на Махача.
Тебе, Дима Цезарь, хотел бы сказать, что первые секунды показалось, что соперник для тебя максимально был некомфортным. Ты даже, наверное, не понимал, что делать. Да, из-за разницы все-таки в росте, да. Вот. Но потом ты нашел вот эту свою фишку, этот маятник, вот этот уход корпусом просто. Тебе это сыграло хорошую роль. Вот. И очень понравился этот Супермен-панч. Настолько короткой дистанции я просто такого еще ни разу не видел. Я охренел, очень круто. С победой тебя. Спасибо вам за бой, ребят. Ребят, еще раз с дебютом. Спасибо вам большое. Доброго дня, мене звати Андрій. Я з невеликого села під Києвом, мені 22 роки. Моя підготовка нічим не відрізнялася від обичних тренувань, від боксу. Своїх преимуществ в бою непогано б'ю лівий боковий, а там вже побачимо. Собі, супернику побажаю удачі, терпіння і саме головне, щоб без травм. Всем по привету. Дима Рожко перед вами. Приехал из города Коростень с целью здорово подраться и устроить зрелищное шоу. Сопернику пожелаю здоровья. Давай помахаемся. И наша следующая пара супертяжеловесов. И поприветствуем первого бойца Мовчан Андрей. Этому здоровяку всего лишь 22 года. Его вес 113, рост 180. Является КМСом по боксу. Получил это звание в 2016 году. Чемпион Киева и Киевской области. Призер чемпионата Украины по боксу. Спарринговал с одним из членов нашего жюри. К сожалению, сегодня он не с нами. Саша Захожий. Думаю, он будет рад посмотреть этот поединок. Сегодня дебютирует в нашей организации, поэтому давайте пожелаем ему удачи и поддержим бойца. И встречаем его оппонента. Рожко Дмитрий по прозвищу Карабин. Приехал к нам из города Коростень. Его рост 180, вес 99 и ему 23 года. КМС по боксу. Выступал на международном турнире братьев Кличко. Как и его соперник, сегодня дебютирует в нашей организации. Поддержим же этого бойца. Пока у нас еще подготовка, напоминаю, что в тяжах и в супертяжах у нас гран-при весовая 90 плюс и до бесконечности. Сегодня идут отборочные бои 1/8 финала. Поэтому это бои на вылет, и бойцам нужна ваша поддержка, как и всегда. Бойцы на середину. Дебютанты с правилами ознакомлены. Височная часть, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Никакой борцовской техники. После команды «Стоп» не работаем. Внимательно слушаем мои команды. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, тяжелая артиллерия у нас. Гран-при. Сейчас будет что-то очень интересное. Два дебютанта. Мовчан Андрей в желтых тепах. Смотри, сразу вперед и полетел. Сразу Дмитрий попер.
В желтых тейпах у нас Рожко, Дима. Оба дебютанта. Диме 23 года. О, я это аж прочувствовал. Это удар по корпусу отлично добавляет. Видел, как сменил это же? Да. И сразу же появляется рассечение, смотри. Мы уже вперед. Андрей, сразу же рассечение. Андрей в хорошем спорте и начал неплохо так выдавать. Через уклон справа. Дергай, дергай. Через уклон справа. Да, латай. Да, есть рассечение у Андрея, но, слушай, такие удары. И Андрей наносит свой ответ. Отличный обмен ударами. Что, какие тяжелые удары. Андрей зажимает Диму к мешкам. Но Дима откидывается. Отбивается Дима. Слушай, смотри, какое мясо! Воу, ребята! Вот это Махач! Слушай, хорошо, опять попадает Андрей. И это конечная, друзья. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, пошел! Бой! Старт! Давай, делай! Слушай, мы уже столько менялись ударами, они становятся друг напротив друга и просто обмениваются ударами. Хочется кричать! Что за бой? Боже! Смотри! Еще один нокдаун исполнения. Что ты делаешь? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, да, все это даст. Вот это конечное. О, друзья, просто. На последних секундах первого раунда нокаутом, Слава поправляет, техническим, победу одержал Мовчан Андрей. Закатили настоящую мясорубку. Просто невероятная стойкость Димы. Он от ударов не уходил, он стоял, принимал и в ответ накидывал. Поздравляю тебя с этим ярким дебютом. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Ну, мой вес 99 кило. Немножко это не отрицание того, что я проиграл, но немножко не хватило килограмм. Вот это вот, да. Я думаю, нам надо еще будет посмотреть на Диму в нашей организации. Еще спасибо Толе Шпанарскому. Очень хорошо тайпированы руки от души. Спасибо. Андрюха, тебя с победой, ярко ворвался в нашу организацию. Ты молодец, чувствуется уже эта сила, мощь. Как тебе ощущения на голих кулаках? Ну, це трохи друге, чим бокс. Трохи друге. Вроді перекриваюся, одно пропускаю. Таке, ну і сам як б'єш, баночка чувствується дуже хорошо. Так, слава Богу, невеличкі травми, ну все це залежимо, все буде хорошо. Хочу сказати велике спасибо своїм пацанам, своєму тренеру Олегу Кручко. Спасибо вам велике, що підтримували. Це невероятна психологічна підтримка, це все благодаря їм. Спасибо вам велике. Добро пожаловать в семью Махача. Послушай мнение нашего жюри, Артем. Классный бой закатили, ребята, молодцы. Оба видно, что опытные, оба как бы понимаете, что к чему. В боксе 100%, поэтому смотреть было очень интересно. И да, действительно, габариты здесь помогли, прижал и просто не выпустил уже оттуда. Ну и опять же, здесь, когда такие габариты и Махач, голые кулаки, здесь один удар может все решить. Он вот там попал тебе разок, и как бы это уже было начало конца, так скажем. Но бой очень зрелищный был, классный. Мы ждем тебя тоже снова на Махаче, поэтому молодцы. Ну ты, Андрюха, поздравляю тебя.
тебя, красава.